Здравствуйте! В этом видео о том, как полюбить себя. Четкая пошаговая схема действий, план. И сделаем это мы вместе в этом видео. Первое, чтобы полюбить себя, нужно понять причину, почему вы себя не любите. Пока вы действительно не прочувствуете и не осознаете эту причину, вы не сможете шагнуть дальше. Второе, это осознанно внести изменения в свое самовосприятие, как вы сами себя воспринимаете, в мышление, в установки, в мысли о самом себе. Сделаем это тоже в этом видео. И третье, это упражнение на взращивание своей самооценки. Это упражнение я делаю иногда со своими клиентами на сессиях. Его эффективнее, конечно, делать с человеком, с кем вы близки, с психологом, например, но его можно сделать и самостоятельно, и в этом видео я расскажу, как вы можете сами его сделать. Каждый пункт теперь из 3 более детально. Первая причина, почему вы себя не любите. Если вам в детстве не давали безусловной любви, то у вас нет опыта, что вас кто-то любит просто за то, что вы есть, просто такого, как вы есть. И тогда во взрослом возрасте человек такой вырастает и испытывает вот эту нелюбовь к себе. Что такое вот эта безусловная любовь в детстве? Вот что это конкретно, да? Конкретно это когда вы маленький, девочка или мальчик, и вас мама, папа или любой другой значимый для вас взрослый, то есть значимая фигура, хвалит и говорит вам комплименты. Говорит вам, как реакция мира на вас, устами важного для вас человека, о том, в чем вы прекрасны и замечательны. Девочка, например, маленькая, и вот ей мама говорит, плетет ей косы, например, расчесывает волосы, говорит, какие у тебя красивые волосы. Встречает ее утром, говорит, привет, моя красавица, какая ты красивая. Или она одела какое-нибудь платье, как тебе идет этот цвет. Или она приносит какую-то хорошую оценку со школы, а мама не просто говорит, 5, молодец, она говорит, Господи, да ты у меня такая умница, ты такая хорошенькая девочка моя, молодец, ты это сделала, ура! И радуются с ней вместе. Наши родители, как правило, были очень эмоционально сухими в детстве. И тогда, конечно, когда вырастает человек, неоткуда взяться этому. Поэтому первое, что нужно сделать, это посмотреть назад в свое прошлое и осознать, вот в эту точку сегодня, где вы взрослый человек, который недостаточно любит себя. То есть вы осознаете, что вам не хватает любви к себе, да? Посмотрите назад и осознайте, а с каким вообще приданным вы пришли в эту взрослую жизнь. Возьмите листик и ручку. Да, пожалуйста, возьмите, потому что поймите, полюбить себя – это процесс. Приведу вам такую метафору, аналогию. Когда мужчина и женщина встречаются, влюбляются. Первый этап – влюбленность. Влюбленность. Это еще не равно любовь. Влюбленность – это как вспышка. Это может быть сиюминутно. Вот идет девушка по улице, смотрит, идет мужчина, парень, и все, я влюбилась. Да, это секунда может пройти. А любовь, она не так возникает в нас. Любовь – это такой более зрелый процесс, который возникает с течением времени. Как ребенок рождается за 9 месяцев, так и любовь формируется, такая истинная любовь, которая основана на крепкой и надежной привязанности. Она формируется с ходом времени, когда в эти отношения люди вкладывают что-то. Любовь к себе – это не влюбленность в себя. Любовь к себе не появится как вспышка за секунду. Нет, вам нужно будет что-то для этого делать. И поэтому первое, что вы можете сделать, это взять прямо сейчас ручку и листик. Если нужно, поставьте меня на паузу. Возьмите ручку и листик. И вспомните, пожалуйста, из вашего детства ваши значимые фигуры. Мама, папа, бабушки, дедушки, тети, дяди, кто был действительно близок для вас, чье мнение вам было важно. Кто мог оказывать влияние на вас своим мнением и своими словами? Какие комплименты они вам говорили? Вспомните, что они вам говорили хорошего о вас, как они вас характеризовали. Если есть это что-то из детства, напишите. А дальше осознайте,
Это очень важно, чтобы вы прямо сейчас заметить смогли, чего вы недополучили. Говорили ли вам, что вы красивая? Говорили ли вам, что вы умная? Говорили ли вам, что вы можете быть хорошим, надежным другом? Говорили ли вам, какой цвет вам подходит, в каком цвете вы красивее выглядите? Говорили ли вам что-то про ваши другие какие-то способности и таланты? Замечали ли что-то хорошее в вас? И если вы смотрите на свой листик, а он вообще такой, знаете, как дуля, пустой, никакого приданого мне не досталось, или там несколько скудных фраз, то осознайте, пожалуйста, что нету, не дано из детства, и придется как-то нарабатывать это самому. Как, расскажу во втором пункте и в третьем. Мы это сделаем прямо сейчас вместе. Ну просто осознайте, пожалуйста, да, вот этот момент. Это может быть грустно, могут быть возникать чувства грусти, разочарования, может быть обидно. Но почему вот некоторым достаются родители, которые их хвалили, а мне не достались? Прочувствуйте, пожалуйста, эти чувства. Это ваша история. Когда вы чувствуете вот эти неприятные чувства тоски, грусти, такого разочарования относительно своего детства, вы присваиваете это себе, вы начинаете чувствовать, что это моя история. Не присвоив себе свое прошлое, детство, невозможно будет развить в этом что-то новое. Итак, я надеюсь, что вы сделали этот пункт. Нужно останавливайте меня, допишите, пожалуйста, сделайте. И еще раз попрошу один такой важный момент. Не старайтесь сделать это идеально. Я очень прошу вас это сделать, но сделайте это как-то тяп-ляп. Потому что если в вас включится перфекционист, все пойдет, извиняюсь, к чертям собачьим. Не надо, не нужно нам никакой идеальности. Вот для меня вы прекрасны уже такой или такая, какая вы есть. Я вас прошу просто это сделать, но без лишней педантичности. Вот что вам прямо сейчас вспомнится, этого достаточно. Не нужно пытаться сделать что-то идеально. Нет. Просто сделайте, и желательно сделайте это быстро. И вот прямо сейчас, не откладывая это на завтра или послезавтра. И переходим ко второму пункту. Второй пункт – это вносим прямо сейчас осознанное изменение в ваше мышление. А именно, я прошу вас, перестаньте пытаться кому-то понравиться. Прямо сейчас, пожалуйста, осознайте один очень важный факт. Каким бы вы идеальным, хорошим не были, никогда в этом мире не будет ситуации, чтобы вы нравились абсолютно всем. Самые идеальные люди кому-то да все равно не нравятся. Люблю приводить этот пример Анджелина Джоли. Просто мне Анджелина Джоли нравится. Но я лично знаю нескольких людей, близких моих знакомых, кто не считает ее красивой. И так можно применить абсолютно к любому человеку, и к эталонам красоты, и к эталонам ума, и к тем, например, кого большинство считают харизматичными, очаровательными. Всегда найдутся те, кому этот человек не нравится. И это нормально. И тогда давайте порассуждаем. Есть ли смысл тратить свои ресурсы, свою энергию, свое внимание, чтобы стараться понравиться кому-то, если вы, честно, нифига не влияете на то, понравитесь вы ему или нет, потому что, а вдруг именно этот человек, которому вы будете стараться понравиться, окажется тем, кому вы в принципе не можете понравиться, каким бы замечательным вы не пытались к нему повернуться какой-то своей замечательной стороной. А на самом деле, когда люди пытаются понравиться, мы просто одеваем на себя маску и общаемся с миром, с людьми через эту маску. Вот эту искусственность на себя надеваем. И тогда вот еще раз, это важная мысль. Есть ли смысл напрягаться и стараться кому-то понравиться, если вы не можете контролировать, это не от вас зависит полностью. В любой момент времени может оказаться, что вот вы стараетесь понравиться, а тот, кому вы стараетесь понравиться, может оказаться тем человеком, кому вы никогда не понравитесь, что бы вы ни делали. То есть представьте, что вы Анджелина Джоли, например, и вот вы пытаетесь сейчас понравиться человеку, которому Анджелина Джоли никогда не может понравиться. Она просто не в его вкусе.
И есть ли тогда смысл напрягаться, если вы не контролируете этот процесс по сути полностью? Представляете, сколько усилий может сливаться зря? Очень важно, чтобы вы перестали стараться соответствовать идеалам, канонам, своим собственным, потому что это вас как груз тянет на дно на самом деле, и чужим идеалам и канонам. Представьте, а вдруг эта жизнь правда всего одна? Ну вдруг вот так, да? Просто нужно перестать соответствовать идеалам чужим и перестать возводить себе какие-то идеалы внутри. Мы в этой жизни родились всего с одной целью и задачей. Каждую секунду жизни наслаждаться тем, что мы проживаем эту жизнь. Все, что мы делаем, получать от этого удовольствие. Резать хлеб утром себе на завтрак, чтобы сделать бутерброд и получать удовольствие. И пофиг, что есть люди, для которых идеал – это, например, правильное питание и не есть хлеб. Отбросить все эти шаблоны, перестать стараться чему-то соответствовать, потому что вы в этом буквально душите себя за глотку. Просто позвольте себе чувствовать, что вы хотите, и делать то, что вы хотите, не задумываясь вообще, что по этому поводу думают другие. Естественно, в рамках закона. Вот закон, юридический закон, это единственное, чему я стараюсь соответствовать, потому что это необходимость, и это правильно, я с ним согласна. Все остальное, все какие-то моральные принципы, все сбросьте это с себя как ненужную чешую. И третий шаг. Сделаем сейчас, прямо сейчас упражнение. Оно называется «Кто ты?». Оно как раз-таки поможет тем, кому в детстве не говорили комплименты, не говорили вообще о том, какой вы, не замечали в вас какие-то отдельные ваши части личности, не говорили вам про это, вы не слышали это, да, как связь обратную от мира про вас. Упражнение «Кто ты?». Я начну. Потом это видео закончится, пожалуйста, походите еще, покрутите это в голове, продолжите. Выглядит это так. Я задаю вам всего один вопрос, постоянно один и тот же вопрос. Кто ты? А ваша задача, смотреть на меня. Мы сейчас с вами как будто в контакте, в диалоге. Я это делаю на сессиях именно так с клиентами. Смотрю на них, смотрю в глаза, задаю вопрос, кто ты? Клиент мне, человек, отвечает. И я какую-то реакцию иногда даю мимикой своей. То есть я соучаствую в том, что он говорит. Вы будете делать это поначалу со мной, дальше сами с собой. Вы можете отвечать на вопрос «Кто ты?» двумя вариантами. Вы можете говорить «я» и существительное. Например, «я мама», «я дочка», «я жена», «я и ваша профессия», например, «я прекрасный человек», «я брюнетка». Да, какие-то существительные. Или еще чуть более такие развернутые конструкции, потому что у вас достаточно быстро закончится этот набор существительных. Вы можете говорить, например, «я та, которая любит бутерброд с авокадо», «я та, которая прекрасно водит машину», «я та, которая обожает путешествовать», «я та, которая знает несколько языков», «я та, которая любит носить красивые украшения». Что угодно. Главное, вытаскивайте, проявляйте вот это из себя, все свои маленькие, малейшие особенности. Кто вы? Я начинаю. Я задам этот вопрос вам 5 раз. И дам время немножечко, да, чтобы вы ответили. А дальше это видео закончится. Походите после этого видео еще 5-10 минут в голове. Представьте, что я снова и снова задаю вам этот вопрос, а вы на него отвечаете. Прежде чем мы начнем, я прошу вас, поставьте лайк, поддержите это видео. Пусть оно воспримется ютубом как что-то интересное и полезное. Подписывайтесь на канал, если вы хотите больше видео про психологию и отношения. И если это видео может быть полезно кому-то из ваших знакомых, пожалуйста, отправьте его, поделитесь им. Начинаем. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты?
Кто ты? Кто ты? Сейчас я закончу это видео, я прошу вас, продолжить этот внутренний разговор с собой. Вытащите сами из себя. Это путь, который нужно пройти вам. За вас никто не даст вам эту любовь к себе. Вам нужно будет ее смастерить своими действиями. И это упражнение, это ваш вклад в этот путь. Я желаю вам удачи на этом пути и продолжите этот внутренний диалог.